Дорогие друзья, в этом видео я бы хотела внести некоторые уточнения к тому, что я рассказывала об ошибках номер 2 и номер 3. Ну, по сути дела, действительно, мы сейчас рассматриваем все материалы задания, все разъяснения и все, что мы имеем на сегодняшний день под микроскопом. Давайте вспомним. Когда я рассказывала про вторую ошибку, я говорила о том, что проведено исследование, и в строгом смысле, если вы опросили 100 человек, например, то совсем не обязательно все они ответили, может быть, ответили только 90. Ответы этих 90 как раз и в таблицах размещены. Именно это является статистикой, поэтому будет ошибкой, будет неточностью, если вы будете говорить об опрошенных людях. Здесь вот они все отмечены красным, эти фразочки. В этой ситуации правильно говорить о тех, кто ответил на ваши вопросы, а не обо всех опрошенных. Конечно, многие скажут, что это то, на что не следует обращать внимание, но возможно. Давайте посмотрим на вторую ошибку. Вторая ошибка была посвящена фразе «The teenage boys and girls». И я говорила о том, что, глядя на статистику, мы не знаем, кого опрашивали, собственно говоря. Были там юноши и девушки, или там тинейджеры только одного пола отвечали на вопрос. Поэтому, опять же, это неточность. Это статистика, которой у нас нет, и мы должны правильно описывать ту статистику, которая у нас есть. Поэтому правильный вариант, значит, мы оставили the teenagers, или там можно взять хорошую фразу the teenage respondents, the adolescents, тоже остается у нас фраза, who responded, конечно, нужно добавить. А дальше возникает такой вопрос. Автор данного эссе пишет этот проект. Автор данного эссе собирает эту информацию. Тогда, наверное, он знает, что 100 человек опросили, 100 человек ответили, или там в этом списке были не только юноши, но и девушки тоже, и так далее. Поэтому давайте вот как раз и посмотрим под микроскопом. А здесь я, к сожалению, не указала номер страницы, но я укажу тогда его в закрепленном сообщении под этим видео. Но речь идет вот о тех методических рекомендациях, о которых мы все уже знаем. Это рекомендации, которые были опубликованы недавно. И в эти рекомендации, несмотря на то, что там разбирался экзамен 2021 года, туда также вошло несколько страничек, которые были посвящены изменениям в вариантах ЕГЭ по английскому языку 2022 года. Что мы там читаем? Вот посмотрите, здесь описывается задание, и вначале авторы задают вопрос, что, собственно, требуется для успешного выполнения этого задания. И в числе всех объяснений также написано, что предполагается такая-то ситуация, участник экзамена выполняет проектную работу на указанную тему, он нашел статистические данные по теме и должен их прокомментировать. То есть вот в этом конкретном отрывке написано, что не сам автор этого эссе проводил опрос, а где-то в какой-то литературе или в каких-то газетах была найдена статистическая информация, которую подготовил кто-то другой. Поэтому, если мы основываемся на том, что это чужая информация, то вот ошибки номер 2 и номер 3, которые я объясняла, они являются ошибками, конечно. Они нарушают логику, и они неправильно описывают статистику. Но если посмотреть на само задание, что ж, здесь у нас написано «You have collected some data on the subject». Наверное, никто не будет спорить со мной, что слово collected здесь можно двояко понять. Можно понять, что вы взяли какую-то информацию, какую-то статистику из литературы, это первый вариант. А второй вариант, возможно, что вы сами провели этот опрос, и вот вы составили, так сказать, коллекцию этих ответов, и на основе этих ответов вы составили табличку. Одно другому не противоречит. Я даже на всякий случай выписала небольшое объяснение из
словаря онлайн кембриджского. Вот здесь тоже написано, что можно собирать информацию, данные или какие-то доказательства. Поэтому здесь бы хотелось, конечно, услышать объяснения конкретные от ФИПИ, но я так понимаю, что если у нас в самом задании есть две вариации, то, наверное, и в каких-то последующих объяснениях и методических рекомендациях все-таки нужно объяснить, как это collected понимать, либо это то, что мы взяли информацию только из литературы, либо автор сам провел какое-то исследование. Некоторое несоответствие получается между заданием самим и между тем, что написали в методических материалах. Таким образом, пока мы остаемся в диапазоне двух возможностей, то есть мы на основе того, что мы видим в задании, можем написать, что мы сами собрали эту информацию, и тогда мы об этой информации все знаем. И тогда вот те ошибки, на которые я указывала, номер 2 и номер 3, они как бы перестают быть ошибками. Или мы основываемся только на том, что написано в метод-материалах, и тогда получается, что мы используем чужую информацию, чужую статистику. И в этом случае и ошибка номер 2, и ошибка номер 3 остаются ошибками.